Все, Гриш, спасибо. Okay. Mr. L, it's your show. I'm Mike, an alcoholic with Al-Anon participation. I received the gift of sobriety on September 7th of 1985, and for that I'm very grateful. Меня зовут Майк, я алкоголик, и с помощью Ал-Анона я получил свою трезвость 7 сентября 1985 года, и за это я буду вечно благодарен. Thank you for the wonderful reception that you gave my wife yesterday. She had a marvelous time with you, and I had a great time watching her have fun. Огромное вам спасибо за то, как тепло вы приняли мою жену вчера. Она безумно благодарна вам за то, что вы пригласили ее, а я получил огромное удовольствие наблюдать за ней. Yes. So I'm going to tell, I'm an old guy, so I've got lots of stories, so we're going to make them small here if we can and get to the important stuff. Я старый человек, поэтому у меня много разных историй, поэтому постараюсь быть краток в историях и подобраться к самому важному как можно быстрее. Yes. I'm the oldest of 4 children. There were no other alcoholics that I could identify in my immediate family. Я самый старший из 4 детей в моей семье, и, насколько мне известно, никаких других алкоголиков в ней не было. Later, I found out that my father was what we might call an untreated Al-Anon. Позже я узнал, что мой отец был человеком, которому можно было сказать невыздоравливающий Ал-Анон. When my father's grandfather died when he was 15, and his family sent him to live with his alcoholic grandfather. So he was a 15-year-old trying to manage an adult's alcoholism. Когда моему отцу было 15 лет, его отец, мой дед, умер, и он, похоже, был употребляющим человеком, но дело даже не в этом, а дело в том, что его отправили жить к дедушке, который был совершенно точно одним из алкашей, поэтому он в 15 пытался разобраться со взрослой проблемой. I believe this explains, at least in part, why he reacted much more intensely to my drinking than my mother did. Я полагаю, что это во многом объясняет, почему он так близко к сердцу принимал мое пьянство, даже ближе, чем моя мать. I was the firstborn and the favored child, and my initial drug that I liked was the drug of approval. I would do anything to get the approval of adults. Поскольку я был самым старшим и, соответственно, как мне казалось, самым любимым ребенком, то я в первую очередь обнаружил, что моим основным и моим любимым первым наркотиком был наркотик одобрения. Это то, что я все время искал. So that looked like being the best student, helping adults anytime I could, and volunteering for all kinds of charitable organizations. That ended when I was 11 years old. Я был блестящим студентом, я принимал участие в разного рода, так сказать, функциях, я волонтерствовал в целой куче мероприятий, то есть всячески старался блистать. When I was 11, that was the first time I got enough vodka that I could feel the real miracle happen. It changed me. Это длилось до того возраста, пока мне было 11, и в 11 я впервые попробовал водку и впервые влил в себя достаточное количество, чтобы мое мироощущение изменилось. I'd found what worked for me, and I didn't give a damn about being a good kid anymore. I was off on my own journey.
Я нашел то, что сработало для меня, и с этого момента меня больше не волновало, что я буду хорошим. Меня волновало получить только то, что для меня работало. My parents thought there'd been a demon possession in our house. What happened to the good kid? Мои родители думали, что демон захватил меня. Они никак не могли понять, что же случилось с хорошим Майком. Little did they know that alcoholism was already sinking its talons into me. Они не знали, что алкоголь уже вцепил свои когти в меня. So here's a story just that might illustrate what my early drinking was like. When it was, I was out riding around in a car with some friends from high school with some beer. Значит, вот одна из ранних историй, чтобы продемонстрировать, как я пил в начальной стадии игры. Однажды мы ездим с друзьями на машине по нашему небольшому городку и пьем пиво. Yes, and while we were riding along, all of a sudden, the sheriff's deputy turned on his red lights behind me and had me pull over. И вдруг неожиданно меня останавливает шериф полицейский. Он включил сирену и тормознул меня. I pulled the car over and I turned to my friend and I said, "Watch this." Я остановил машину, повернулся к своим друзьям и сказал: смотрите. I got out of the car and I started walking back to the sheriff's car, and he got out of his car at the same time. I'm smiling and waving at him. Я вышел из машины и направился к машине шерифа. Он вышел из своей машины, направился ко мне, а я иду, улыбаюсь и машу ему рукой. When I came up to him, I grabbed him and I slammed him down across the hood of his police car. Когда я подошел к нему, я неожиданно для него схватил его и бросил его на капот его машины. And I took his gun away. Я выхватил его пистолет. He was very upset. Он был очень зол. Yes. So then I turned around and I handed his gun back to him. Потом я развернулся и отдал ему этот пистолет обратно. And what he started swearing and cussing and lecturing me, and he took our beer and poured it out. But at the end, he let me go. Он начал ругаться, материться, стал читать мне лекции, потом схватил наше пиво и вылил его все, но в конце концов он меня отпустил. So the most important thing was that my friends from school were watching out the back window of the car, and they saw everything that happened. And that story went all over my high school the next day. Для меня же самым важным был тот факт, что мои друзья видели все это из машины, и на следующий день, разумеется, эта история разлетелась по всей школе. I got to be somebody, and я стал личностью. Yeah. So what my calculation has been, it was, this guy is never going to arrest me and charge me with taking his gun away, because if he does that, his pals at the sheriff's department will razz him for the rest of his career, and he isn't going to let that happen. So it's the beginning of me being just a little too smart for my own good. Мой расчет был очень простой. Он же не пойдет меня арестовывать и отвозить в полицейский участок из-за того, что я отнял у него пистолет. Ведь если он расскажет эту историю своим друзьям полицейским, они будут смеяться над ним до конца его дней. И вот это вот очень хороший показатель того, как я решил, что я самый умный. So this is what my normal drinking before I had problems looks like. Вот так выглядело мое нормальное пьянство до того, как начались проблемы. Yeah. This was important because this and other things were the things that my friend Don used me, that
I never really was a normal drinker, that I was more or less insane from the start. Это было очень важно, потому что мой друг Дон, речь идет про Дона Прица, кстати, позже объяснил мне, что это не является показателем нормального выпивания, это скорее показательство полного безумия. Yeah, there are other stories. I was upset that I didn't get the car I think I should have, and so I took my mother's car out on a date and cut the top off to make a convertible out of it. Ну вот вам просто еще одна история. Я был очень недоволен тем, что не получил машину в подарок, которую хотел на свой день рождения. Поэтому я взял машину моей мамы, поехал гулять и обрезал крышу. Needless to say, I made life very interesting and difficult in our family. Разумеется, я сделал жизнь интересной, но и очень сложной для моей семьи. Yes. And most of all, I sucked all the energy out of the home, so I was always the focus, and my three younger siblings didn't get as much attention as they deserved. И, разумеется, из-за моего поведения я высасывал всю энергию из семьи, поскольку я был фокусом, так сказать, на мне было сфокусировано все внимание, и все остальные в семье не получили тот уровень внимания, который следовало бы получить. Now, obviously, I've done inventory and examined this over the years, but I never really had the focus that I had today on the harm that I did to those around me until I began attending Al-Anon meetings. И должен вам сказать, что, разумеется, я сделал достаточно много инвентаризаций по этому поводу. Я рассмотрел тот ущерб, который я нанес. Но настоящее его понимание появилось у меня только после того, как я стал посещать Ал-Анон. Yeah. My view is, well, yeah, maybe I shouldn't have done it, but I was just having a good time, and what's the real problem here? Ну, потому что мой взгляд на это был приблизительно такой: да, наверное, мне не следовало этого делать, но в конце концов, а что, я просто развлекался, и, ну, не так уж это и страшно. Sitting in the rooms of Al-Anon, I can see in a way that I'd never seen before, even with many years of sobriety, the pain that I caused, behavior caused to everybody who. Оказавшись в комнатах Ал-Анона, я наконец-то смог увидеть тот уровень боли, который я причинял людям, окружающим меня. Yeah, I ended up in Vietnam leading an infantry platoon and came back to the U.S. and started a business career. В результате я оказался во Вьетнаме, где я был лидером взвода, а потом я вернулся обратно в Штаты после войны и начал свой бизнес. Although I didn't know it at the time, much like Bill, I was seemingly successful for a period of time. Made more money than I knew what to do with, and then I found cocaine, and that problem went away. Я еще тогда не знал про историю Билла, но уже тогда мне удалось заработать кучу денег, и я думал, что реально преуспел. И, кстати, это как раз то время, когда я обнаружил для себя кокаин. Yes. As in my early 30s, alcoholism reared its head in ways that I couldn't ignore anymore. Employers were not wanting anything to do with me, and relationships were falling apart right and left, and so various ways to get sober. Когда мне было в первой половине моих 30-х, алкоголизм уже стал демонстрировать себя достаточно ярко. Люди не хотели иметь со мной никаких дел. Я постоянно попадал в какие-то передряги. Никакие из моих взаимоотношений не продолжались.
И в связи с этим я начал искать хоть как-то протрезветь. Lots of people tried to help me, but you know, I'm smart. I can figure this out. Мне многие пытались помочь, но я же очень умный, поэтому, разумеется, я сам могу понять, как это сделать. But time and time again, I would get sober for a brief period of time, and then seemingly couldn't understand why all of a sudden it just blew up. И снова, и снова, и снова я трезвел на какие-то короткие срока времени, а потом срывался и никак не мог понять, почему это происходит. Finally, I'm broke. I'm living, I used to say living with a woman. I was really living off of her. And we pretended that someday I was going to get a job again and be back in the big time. И в конце концов я оказываюсь в ситуации, где у меня нет денег, я раньше всегда говорил, что живу с женщиной, это не совсем правильно. Я жил на средства этой женщины. И мы, так сказать, проживали надеждой, что в какой-то момент я снова вернусь на так сказать, на удачливую позицию. Little did I know I was already living one day at a time. Я еще тогда не знал, что я живу только сегодняшним днем. My girlfriend would go to work every day, and when she came home from work, she would put her car in the car part of the apartment we lived in. And before she came into the apartment, she would look in her wallet and decide how much money she was going to leave in it for me to steal, and she'd hide the rest in the trunk of her car before she came in to be with me. Я позже узнал, что когда она возвращалась домой с работы и парковала машину, она решала для себя, сколько денег она сегодня позволит мне у нее украсть, оставляла эти деньги в кошельке, а все остальные деньги прятала в багажнике. She'd come in, we'd have some dinner, maybe watch a TV show, and sooner or later she needed to go to bed because she had to get up and work. And when she went to bed, I would steal her money and go out the back door and head off to the tavern to meet my buddies. Расписание было приблизительно таким. Она приходила домой, мы ужинали, иногда смотрели телевизор, вскоре ей надо было ложиться спать, потому что ей надо было вставать на работу. Она шла спать, я крал деньги у нее из сумочки и убегал куда-нибудь из дома, чтобы проводить вечер с друзьями в барах. Yeah. This is, by this time, I have to have a drink before I can get dressed. So I get up, I make a drink, carry it into the bathroom, sit on the edge of the tub by the toilet, because a lot of times I will throw up the first drink and I have to get one in before I can get dressed or do anything else. К этому времени мое физическое состояние таково, что мне необходимо выпить, прежде чем я могу функционировать. Поэтому я просыпался, наливал себе выпивку, шел в туалет, садился на ванну и пытался влить в себя первый, так сказать, алкоголь, потому что иногда мне это удавалось, а иногда я просто блевал. Yeah. Needless to say, I was very hopeless. For by this time, I thought I'd done everything. Treatment centers, I'd even gone to some AA meetings, but nothing seemed to work for me. К этому времени я должен вам сказать, что чувствовал я себя абсолютно безнадежно, потому что мне казалось, что я уже предпринял все, что только возможно. Я уже побывал в реабилитационных центрах, я даже побывал на нескольких собраниях анонимных алкоголиков. One morning I'm laying on the floor of that bathroom, and as best I can tell you, a wind of grace blew through there, and for some reason I decided to try one more time to get sober. И вот однажды я лежу на полу в этом туалете, и, видимо, просто благодать Божья в очередной раз захлестнула меня, потому что я вдруг понял, что мне абсолютно это необходимо,
и решил дать выздоровлению еще один серьезный шанс. Yes. The money was gone and the insurance was gone, so the only option I had was a veterans treatment center that was 500 miles from where I was at the time. Поскольку денег у меня уже не было, и страховки у меня тоже не было, единственное, что мне оставалось, это обратиться в помощь госпиталю ветеранов, который находился за 500 миль от того места, где был я. So when I told the girlfriend I wanted to get sober, she thought that was a real good idea. She filled my car with gas, gave me $20 and a pint of light Bacardi rum, and I set off to find sobriety. Когда я рассказал об этом своей подруге, она решила, что для меня выздоровление на самом деле очень хорошая идея. Поэтому она заправила мою машину, дала мне $20 и пинту рома Бакарди и отправила меня искать трезвость. So I won't get, there's a whole long story about the journey to the treatment center, but the miracle did finally happen for me there. And there was nothing different at this place than there'd been at all the previous places. What was different was me. I was finally completely hopeless and out of my own ideas. И, на самом деле по пути туда была масса историй, но самое это важное, это то, что произошло там. Не то, что что-то изменилось непосредственно в системе, так сказать, восстановления, а что-то изменилось внутри меня. Видимо, я был готов наконец-то к тому, чтобы выздоравливать. So the miracle happened, I got sober, and what I decided to do was, you know, I'd gone to a few AA meetings, but I'd never really been a member. So I decided I was going to be the best member of AA that I could possibly be. Итак, чудо произошло. Я протрезвел. И поскольку я к этому времени уже посещал неоднократно анонимных алкоголиков, я вдруг также понял, что, несмотря на то, что я ходил туда, я никогда по-настоящему не был членом анонимных алкоголиков. И я решил, что я стану самым лучшим членом анонимных алкоголиков. So when I returned from treatment, I went to 11 meetings a week, which was about the maximum possible at that time. And I never missed any at all. Когда я вернулся обратно к себе в город после этого реабилитационного центра, я ходил на 11 собраний в неделю. Это было максимальное, что было возможно, и не пропускал ни одной встречи анонимных. Yeah. So I became that guy in the meetings that you may not like, who I had an answer for everything. Я был тем парнем, которого вы, возможно, не очень любили бы в анонимных алкоголиков, потому что у меня был ответ на все вопросы. I had answers, but no experience. У меня были ответы, а вот опыта у меня не было. Yes. Once again, my mind was tricking me. В очередной раз моя голова разводила меня. So as I'm approaching my 5th anniversary in AA, a miracle. I never thought I could be 5 years sober. И вот когда я подхожу к 5 годам трезвости, а это чудо, потому что никогда в жизни я бы не подумал, что смогу быть 5 лет трезвым. The miracle of Alcoholics Anonymous had happened. I'm living in a new house. I've got a new wife. I've got a 1.5-year-old stepson. I've got a new career. Money is starting to roll in. I mean, it's perfect. И, казалось бы, чудо, обещанное анонимными алкоголиками, свершилось. У меня новый дом, новая карьера, новая жена. У меня 1,5 года сынишки. Деньги появляются. Yeah, my outside looked perfect, but inside I'm dying. I am more hopeless
than I ever was in the worst day of my drinking. И несмотря на то, что все внешние атрибуты выглядят как атрибуты успешного человека, внутри я чувствую себя умирающим, я чувствую себя еще более безнадежным, чем я чувствовал даже в самое худшее время, когда пил. Little do I know, 5 years from a drink and with everything I thought I wanted or needing, I'm dying of alcoholism. И я даже не подозревал в тот момент, что, находясь в 5 годах от последнего раза, что я выпил, и будучи в анонимных алкоголиках, я умираю от алкоголизма. Yeah. Not drinking will stop the problems that drinking causes, but it doesn't touch the reason I drank in the first place. Дело в том, что бросить пить прекратит только те проблемы, которые связаны с непосредственной выпивкой. Но это даже не дотрагивается до тех проблем, которые являются моими реальными проблемами. So about this time, I met a man that many in Russia are familiar with, a man by the name of Pritz. Приблизительно в это время я и познакомился с человеком, о котором многие в России слышали, человек по имени Дан Приц. And Don wouldn't become my sponsor. He said he would become my friend and big brother. Дан отказался быть моим спонсором, как по терминологии, но сказал, что будет моим другом и старшим братом. So I was so lucky. One of the first things Don did for me is he pointed out, he said, sobriety isn't your answer, it's your problem. It's the way you are sober that drives you to take the next drink or eventually take your life. Первое, что Дан Приц сумел объяснить мне, это то, что трезвость является моей проблемой, а не моим решением. И что именно из-за трезвости я возвращаюсь снова и снова к тому, чтобы пить. Yeah, see, I'd only treated the exterior problem. The interior problem had not been treated yet. And Я пытался позаботиться о внешних проблемах, а внутренние проблемы, самые важные, я к ним даже не прикоснулся. So Don began walking me through the actual program, the steps of Alcoholics Anonymous. И тогда Дан стал вести меня по шагам анонимных алкоголиков, то есть по программе. See, I thought Alcoholics Anonymous meetings, and we just talked about the steps. We didn't necessarily do them. Я ходил на достаточно много собраний анонимных алкоголиков, где мы много говорили о шагах, но не работали по шагам. So as a result of doing the steps, I had a whole revolutionary experience that it's allowed me to continue and eventually have a spiritual awakening. And for me, I received the first step that I understood. I said, oh, yeah, I know I can't drink, I'm powerless. But what it really is, what powerless is for me, I discovered if I love you, I'm going to hurt you, and there isn't a damn thing I can do about it. And that is powerlessness for me. Одним из основных открытий для меня в программе было не то, что я понимал, что, например, в первом шаге сказано, что мне нельзя пить, да, я не должен пить. А основной сутью моего, например, бессилия стало мое понимание того, что я, даже любя вас, причиню вам боль, и я ничего не могу сделать для того, чтобы это было по-другому. I'm going to share a piece of what we call sex conduct inventory that really focused on that problem and helped me understand where I'd been hurting people all my life. Я поделюсь, not always in this way, but in other ways.
Я поделюсь с вами одним из кусочков своей так называемой сексуальной инвентаризации, чтобы показать вам, как я причинял боль людям в своей жизни. This is about my college. I loved her like a rainbow, and I loved all of her family. I went hunting and fishing with her dad and her brothers. I'd hang out and swap recipes with her mother. I loved all of her family. Это о моей любви в университете. Я был влюблен в эту женщину до безумия. Я обожал всю ее семью. Я ходил на рыбалку с ее отцом. Мы обменивались рецептами с ее матерью. Я любил и ее, и всех, кто был к ней причастен. Yes, I wanted not only the relationship with her, but her entire family. And here is what I did. Я хотел взаимоотношений не только с ней, но и со всей ее семьей. А вот что я в результате сделал. So, Ellen, where was I selfish? I wanted to enjoy sex with her regardless of the consequences. Эллен, значит, вот в чем я был эгоистичен. Я хотел иметь с ней секс вне того, какими будут последствия. I was dishonest. I told her not to worry, that I'd always be there for her. I dishonestly refused to consider my ability and willingness to keep that promise. Я был нечестен по отношению к ней, говоря ей, что буду всегда рядом с ней, но совершенно не был готов сдержать это обещание. I was inconsiderate. I gave scant consideration of the consequences of my behavior to her, her family, her faith, her reputation, and her career. Я был абсолютно неучтивым ни по отношению к ней, ни по отношению к ее семье, даже не задумываясь над тем, сколько боли я причиняю этим людям. I aroused jealousy. I told her that if she didn't have sex with me, I'd get it. I paid undue attention to other women in her presence and let her know how attractive I found them. Я вызывал у нее приступы ревности безосновательно, позволяя себе комментарии по отношению к другим женщинам и позволяя себе проявлять внимание к другим женщинам в ее присутствии. I aroused suspicion. I often spent time alone with other women. She found me at Holly's apartment. Я также вызывал у нее подозрения, поскольку проводил время с другими женщинами, и она меня ловила на этом. And finally, I aroused bitterness when she became pregnant because I wore her down and got my way. I told her I doubted it was my child. И, разумеется, я вызывал у нее горечь, потому что, когда она забеременела, я стал ставить под сомнение тот факт, что это мой ребенок. I told her mother that I was too young to get married, and I didn't want to marry her anyway. И я сказал ее матери, что я был слишком молод для того, чтобы жениться, и вообще не хочу на ней жениться. And she went to live in California with one of her brothers to have that baby. And while she was there having our baby, I called, made drunken calls and harangued her. И она уехала в результате в Калифорнию, чтобы жить там с одним из своих братьев и там родить этого ребенка, а я звонил ей по пьяни и доставал ее. So who did I harm? The baby, Ellen, her family, my family, our friends. Итак, кому я причинил боль? Я причинил боль ей, ребенку, ее семье, своей семье. So now we're at the gold part. What should I have done instead? Fritz said anything would be an improvement. А теперь мы переходим к тому, к самой вкусной части. Что я должен был сделать вместо этого? Фриц сказал мне, говорит, что все, что угодно было бы уже лучше. But this is important because I was told to write, if God would change me and make me a different man, what would I want that to look like? And more importantly, I was told that God would not change me without my permission.
И мне было также сказано, что продолжать писать, в первую очередь концентрируясь на том, каким бы я думаю, вот для того, чтобы поменяться, каким бы Бог хотел, чтобы я был. Это было первое, а главное, мне надо было помнить, что Бог не будет менять меня без моего согласия. So here we are. I should have treated sex as the sacred gift that it is. И вот мы наконец-то там. Во-первых, я должен был относиться к сексу как к тому святому подарку, который даруется. I shouldn't have engaged in behavior I wasn't willing to be responsible for. Я никогда не должен был заниматься тем, за что я не готов нести ответственность. I should have honestly faced the consequences of my actions. Я должен был честно посмотреть в лицо тем последствиям, которые имели место быть, то есть нести за них ответственность. I should have been honest with myself and others. My harms were all rooted in dishonesty, particularly about how afraid I was. Я должен был быть честен и с другими, и с самим собой, потому что вся моя нечестность происходила из страха. And then finally, what Don told me was a spiritual awakening. I wrote, self-reliance will always produce fear and pain. И вот тут Дан показал мне, что одним из основных ключевых вещей является то, что полагаться на самого себя почти всегда будет причиной того, что это принесет боль и страх. So, two really big things that came out of this. One, I really understood my powerlessness, drinking and sober, in a way I never had before. И вот две очень важные вещи, которые я вынес из этой инвентаризации, почему ее и читаю, да. Значит, первое, это то, что я буду поступать вот таким вот образом, трезвый или пьяный. Это не имеет никакого значения, если я буду полагаться сам на себя. And that ideal for my conduct has changed over the years. И несмотря на то, что идеал, мой сексуальный идеал с годами меняется, but I still have a current one, and it's in my billfold. но у меня есть тот, который самый, так сказать, современный, и его я всегда ношу с собой в бумажнике. I was told that I should carry it in my wallet, so if I was tempted to do something that might be outside my morals, I should go into the bathroom, take out my wallet, and look at what I'd written and who I said I wanted to be, and ask if what I was getting ready to do matched up with who I said I wanted to be. Мне в свое время была дана эта рекомендация носить его с собой в бумажнике, поскольку мне было предложено, что если я в какой-то момент, в какой-то стадии взаимоотношений готовлюсь совершить какой-то поступок, мне, возможно, следует, скажем, зайти в туалет, достать эту бумажку и посмотреть, это совпадает с тем, что я написал, или нет. So this was the first place that started, but then I discovered that I needed to have those ideals for how was I going to act in my business life? How was I going to act in all these other areas of my life? If there's an important area of my life, I probably ought to give it the consideration of laying out how I would like to act in that area of my life. And еще одну очень важную дверь это открыло. Это открыло мне дверь в понимание того, что во всех важных сферах своей жизни мне, возможно, нужен подобного рода идеал, будь то в бизнесе или в чем-то еще. Мне везде следует иметь эти дела как маячки, указывающие мне путь. So clearly you get the impression that I had many amends to make.
Ну и, разумеется, становится понятно из всего этого, что мне пришлось возмещать довольно много ущерба. So, being who I am, I decided I'd do one of the easy ones first. And there was a woman named Jan who I'd been with but never married for 5 years. Ну и будучи тем, кем я являюсь, разумеется, я решил, что начну-ка я с простых. И была вот такая женщина, которую звали Джен. Я с ней прожил 5 лет, но никогда не женился на ней. Of course, I treated her badly, and we'd broken up many years before, but she was still my barber and trimmed what was left of my old hair. Ну, поскольку мы расстались с ней довольно давно, и так уж получилось, что мы по-прежнему взаимодействовали, она была моим парикмахером и стригла то, что сегодня является остатком моих волос. Yeah, so Jan had, when we got together, she had 2 young daughters, Summer and Erica. They were 2 years old and 4 years old at that time. Когда мы с ней сошлись, у нее было 2 дочери. Одной было 2 года, Summer, а другое, sorry, what was the other one? Erica. И Эрика. Эрике было 4 года. So, since I'm seeing Jan every week, I figured it would be no big deal to make amends to her. Поскольку я виделся с ней каждую неделю, я решил, что, ну, это будет просто. So after she cut my hair one day, I approached her and said, I need to make amends. I did what I was taught to do at that time. Now, the first thing you hear from my mouth is that I was wrong. Not sorry, but wrong. Значит, ну и я пошел делать то, чему к этому времени меня научили, потому что я попросил у нее аудиенции по этому поводу, сказал, что мне надо с ней поговорить. И первое, что люди всегда слышат от меня, это то, что я был неправ. Не я извиняюсь, а я был неправ. So, it turns out that I was very lucky to have Don as a teacher. Мне реально повезло, что Дон был моим учителем. So it turns out amends aren't nearly so much about what I'm saying as about me listening. The harms I did to people were that I never really listened to them. I said my words and I moved on. With amends, I needed to get you to tell me how you had been harmed by me, because that's what I needed to fix. Самым важным в возмещении ущерба, как выяснилось, именно благодаря Дану, было не то, что я имею сказать, потому что это то, что я делал всю свою жизнь. Я появлялся, говорил то, что я считал нужным, а остальных я не слушал. А здесь мне надо было стать слушателем и узнать у вас, как это было именно для вас. Вот это было самым важным. So I started out with Jan and listed some of the things that were obvious that I'd done badly in our relationship. And then I asked her how she had been harmed by all of this. Ну, разумеется, я сказал Джен обо всех вещах, которые были очевидными с точки зрения моего плохого поведения. А потом я поинтересовался у нее, каким образом еще я причинил тебе боль. So she said, you know, she and I were okay with each other after a little conversation. And I said, well, I certainly probably need to make amends to those girls because they were part of everything that went on. And she said, I'm not sure I want you to have anything to do with them. И когда мы с ней поговорили, выяснилось, что у нас как бы все более или менее нормально,
На что я сказал, что, ты знаешь, я думаю, что мне, наверное, надо с девочками, в общем-то, поговорить, поскольку, ну, им я тоже, видимо, нанес какой-то ущерб. А она ответила мне, ни в коем случае я не хочу, чтобы ты появлялся в их жизни. So we discussed that for a while, and she eventually, the girls were early teenagers by this time. She said, I'll tell you what, you can write them a letter, and if they want to have anything to do with you, that'll be up to them. Поскольку девочки уже были, ну, так сказать, они уже были постарше, они уже были, так сказать, в возрасте где-то, что это получается, в отроческом, то она предложила мне следующее. Она сказала, хорошо, давай так, ты напишешь им письма, и если они решат, что они хотят иметь с тобой что-то, мы оставим это на их усмотрение. I forgot to mention that when I started dating Jan and came into contact with the girls, they had recently been deserted by an alcoholic father. Я забыл, кстати, указать на одну очень важную вещь. Дело в том, что когда я начал встречаться с Джен и контактировать с девочками, они к этому времени были брошены их отцом-алкоголиком. So I was their second dose of alcoholism. Так что я был их второй алкоголик. I didn't know it then, but I experienced it through my own experience in people I sponsor, that when making amends, particularly to younger children, a written approach is often very good. It's not the entire amend, but it's an approach that allows the children not to be surprised. Я обнаружил, кстати, через мой собственный опыт и через опыт многих, кого я спонсорю, что к молодым, особенно к детям, один из лучших подходов – это подход в письменном виде, то есть послать им письмо. Это вовсе не означает, что на этом заканчивается весь 9-й шаг по отношению к ним, но это очень хорошее начало, таким образом нет никаких сюрпризов. So here's the letter. Итак, вот пример письма. Dear Summer, I am writing to do what I can to set right the harm that I did during the years that I was in relationship with your mom. Дорогая Саммер, я пишу это для того, чтобы постараться как-то исправить то, что было сделано во время, пока я был во взаимоотношениях с твоей мамой. I've chosen to type this rather than phone for two reasons. Я предпочел напечатать это и послать тебе, нежели звонить по двум причинам. And second, I want you to have something tangible that you can look at later when life may be treating you rough. Во-первых, я бы хотел, чтобы это было нечто, чтобы всегда было у тебя под рукой, и когда жизнь бывает тяжеловата, ты могла на это посмотреть. To tell the truth, I'm tempted to let things just stay the way they are because your mom tells me you have some good memories of the time we spent together. Признаюсь, я, наверное, думал серьезно над тем, чтобы все оставить как есть, поскольку твоя мама говорит, что у тебя сохранились очень теплые воспоминания о том времени, когда я был рядом с вами. Part of me says, why mess with that? Часть меня говорит о том, что, может быть, это не следует трогать. The best answer I have is that I love you, and I'm certain deep in my heart, whether you know it yet or not, I've done you harm. Но лучший ответ, который есть у меня, это сводится к тому, что я люблю тебя, и у меня нет никаких сомнений, что где-то там по пути я причинил тебе ущерб. I'm sure that you're aware during those years we were together, I was an active alcoholic. Я уверен, что ты знаешь о том, что в те времена, когда мы были вместе, я был употребляющим алкоголиком. They asked me to maybe put the next part in bold italics so it could not be missed. Я также позабочусь о том, чтобы следующий параграф написать жирным шрифтом, дабы он, так сказать, акцентировал внимание.
let me be very clear that this in no way whatsoever relieves me of responsibility for my actions. Пожалуйста, пойми, что вот то, что я здесь написал, никоим образом не освобождает меня от ответственности за мое поведение. I used alcohol and drugs because they were the only things I knew that could give me relief from the constant fear I felt. Я использовал алкоголь и наркотики, потому что это было единственное средство, которое я знал, которое освобождало меня от того страха, в котором я жил. I was drawn to you and your family desperately wanted to love and be loved. Меня тянуло к твоей семье. Я хотел быть ее частью, мне хотелось любить и быть любимым. But I was also scared to death at the prospect of being responsible to others. Но я также больше всего боялся, до смерти боялся, аспекта ответственности перед другими людьми. Emotionally, I felt like I had one foot on the gas and the other on the brake. Эмоционально я чувствовал, словно одна нога у меня на педали газа, а другая на педали тормоза. I'm sure that it was hard for you to figure out what was real. Is the real Mike the one who wants to love me or the one who pushes me away? You weren't crazy, I was. Я не сомневаюсь, что ты часто задумывалась над тем, какой из этих двух Майков настоящий. Тот, который действительно демонстрирует свою любовь, или тот, который отталкивает меня. Просто знай, что сумасшедшей была не ты, а я. You were a wonderful, lovable child and had every right to expect consistent love, emotional from me. Ты была потрясающим, абсолютно очаровательным ребенком, который заслуживает любви во всех своих проявлениях. What you got instead was fear, chaos, confusion, and abandonment. А вместо этого ты получила страх, ты получила террор, ты получила то, что я бросил вас. I want you to know that I didn't fail to give you those things because you were unlovable or undeserved, because I was a sick and frightened man incapable of giving. И я просто хочу, чтобы ты знала, что ты не получила то, что ты заслужила не потому, что что-то было не так с тобой, а потому что я был напуганный, я был больной человек. If you feel emotionally ripped off, it's because you were. Если ты чувствуешь, что ты была эмоционально ограблена, это ты действительно была мной эмоционально ограблена. If you feel abandoned, you're not crazy, you were. Если ты чувствуешь, что ты была брошена, ты не сошла с ума. Ты действительно была мною брошена. I know at some deep emotional level, it's hard not to feel that if you were really worthy and valuable, that these things wouldn't have happened. Я понимаю, что на каком-то глубоком эмоциональном уровне трудно не поверить в то, что если бы ты действительно заслуживала всего этого, с тобой бы не произошло то, что произошло. Please believe me, this just isn't so. Просто поверь мне, что это не так. You are worthy and deserving of love, both then and now. It was I that failed you. Поверь мне, что ты заслуживала любви и тогда, и ты заслуживаешь ее сейчас. И это полностью моя вина. Summer, I hope you'll accept my heartfelt regret for these and the other unlisted harms I've done you. Самар, пожалуйста, если я забыл о чем-то, у тебя будет возможность напомнить мне. Should you ever want to talk about any of this, please give me a call. Если ты когда-нибудь захочешь об этом поговорить, пожалуйста, позвони мне. If I can ever be of any help to you as a friend, I'd be honored. Если я хоть когда-то могу быть тебе полезен как друг, я почту это за честь. And then I said at the bottom, I've also sent a similar letter because I've also harmed her. И я приписал внизу, что я послал точно такое же письмо Эрике, поскольку причинил ей ущерб тоже.
So there was no immediate response from that letter, but a year or so later, I got invited to Summers High School graduation. Итак, я не получил никакого ответа в течение больше года, но спустя год с лишним я вдруг получил приглашение на ее окончание школы. And we had a good time there. Мы прекрасно провели время. And shortly after that, we had got word from Arizona that her biological father had died an alcoholic death out there, choking on his own vomit. Вскоре после этого мы получили весть из Аризоны, что ее алкоголик-отец умер алкогольной смертью, он захлебнулся своей собственной блевотиной. A few days later, I got a call from Summer. Через несколько дней после этого я получил телефонный звонок от Саммер. And she said, Mike, do you remember that letter you sent me? Она спросила меня, Майк, ты помнишь письмо, которое ты мне послал? And I said, if I do. Я сказал, разумеется, помню. She said, that was the letter I always hoped I'd get from my dad one day. But since he'll never be able to send it, I think God had you send it for him. И тогда она сказала мне, ты знаешь, вот это письмо, которое я всегда надеялась, я получу от своего папы. Но так как он никогда его не послал, у меня такое ощущение, что Бог сделал так, чтобы ты послал мне его. Yeah. So by doing my cleaning up my mess and my wrongs, I helped in some healing from another drunk that I never even knew. И вот вам пример того, как, почищая свою сторону улицы, исправляя свои ошибки, я иногда, даже сам того не осознавая, могу помочь кому-то еще исправить их. We do lots of dramatic things as drunks. Мы делаем Perhaps the most vicious is the way we make our children and the children we encounter believe that they're crazy and that there's something wrong with them that's causing us to drink. Мы совершаем очень много непристойного в пьянстве. Но самое ужасное, самое злобное, это, наверное, тот факт, что дети, с которыми нам приходится иметь дело, будь то наши или чьи-то еще, мы ставим их в позицию, когда они начинают ощущать себя безумными. Yeah. So I got to be at Summer's wedding and the birth of her first child and all sorts of things. And that wonderful relationship is healed and gone on to this day. And Jan asks me to tell you that the fact that she can put me in a chair and have a razor near my throat and I get out of that chair alive is evidence that the program works and God loves us all. И мне довелось побывать на рождении ребенка у Саммер и на многих других мероприятиях. И эти прекрасные восстановленные взаимоотношения продолжаются и по сей день. А что касается ее матери, то, ну, давайте так. Я по-прежнему встаю из ее кресла, а это человек, который держит остро отточенную бритву рядом с моим горлом. И я по-прежнему жив. Разве это не показатель чего-то? There's a lot more story, but we're out of time now. I will tell you briefly that when Ellen went off all those years ago and had that baby, 2 years ago, that grown woman found me, and we're having a wonderful time together. I never imagined that I would have a wonderful daughter, and she said, Mike, I'm so sorry it took us 47 years to connect. And I said, Joy, it took God 47 years to make me worth connecting with. So thank you so much.
Значит, я хочу закончить это. У меня еще очень много историй, но, к сожалению, у нас время подошло к концу. А единственное, что я вам хочу сказать, женщина, про которую я вначале упоминал, которая родила ребенка от меня, через 47 лет после этого, 2 года тому назад, эта девочка, теперь уже женщина, нашла меня, и сегодня у нас с ней потрясающие взаимоотношения. И единственное, что она сказала тогда, она сказала: Майк, я очень жалею, что у меня заняло 47 лет, чтобы найти тебя. На что, говорит, я ответил ей, что неужели ты не понимаешь, что у Бога заняло 47 лет, чтобы сделать меня быть достойным рядом с тобой. Спасибо, что послушали. Так, спасибо большое. Так, перед тем, как мы начнем задавать вопросы, я напомню о 7-й традиции. У нас нет ни вступительных, ни членских взносов, но мы собираем средства на покрытие расходов группы. Сейчас реквизиты будут выложены в чате. Кто хотел бы задать вопрос, ставьте, пожалуйста, единички в чате, я буду приглашать к микрофону. Также выкладывайте, пожалуйста, свои телефоны, город, имя и принадлежность к заболеванию, тех, кто готов стать наставником. Ой, побежала как. Так, тут много благодарностей. iPhone. Вот я не могу такое прочитать. В общем, жоп. Сердечки поставил. Спрашивайте, пожалуйста. Включайте микрофон. Всем привет, меня Юра зовут, я алкоголик. Спасибо большое, Гриш. Спасибо, Майку. У меня вопрос. Есть ли у него сейчас спонсор, да, при таком сроке трезвости, и, собственно, как у него происходит нынче контакт со спонсором? Ну, явно же, что не четверки же делают, наверное, вместе, да, как это происходит? Спасибо. Okay. Yuri has a question for you, Chief. He is wondering whether you have a sponsor, considering how much sobriety you have, and what kind of a level of contact you have with them. He goes, you know, I'm sure they're not talking about how to write a 4th step. Yeah, I do have a sponsor. My sponsor is Bob Bazans. Bob is 52 years sober. And we're together on Zoom once a week, and we are together by phone at least once in addition to that. And what we're talking about is what does powerless look like when you haven't had a drink for 35 years or 50 years or whatever, because it's still there. Да, у него есть спонсор. Спонсор зовут Боб Бизанс, у него 52 года трезвости. Он с ним встречается в Зуме раз в неделю и по меньшей мере раз в неделю на телефоне. И говорит, мы обсуждаем, как выглядит бессилие на 34, 35 или 52 годах, потому что это никуда не девалось. Спасибо большое. God bless you, Майк. Спасибо. Валентина З. Да, добрый день. Я могу по-английски спросить или по-русски, как лучше для переводчика? Ну, давай по-английски, ему будет приятно. Я не пойму. Okay. А я потом переведу себя. Okay, hello, Mike. My name is Valentina, and thank you so much for sharing your experience, and especially what was heartwarming for me right now is hearing that letter that you wrote to Summer. Добрый день, Майк. Большое спасибо за то, что поделился опытом. И для меня особенно ценным и теплым было то письмо, которое ты написал Summer, которым ты поделился. So I am married to an alcoholic, and of course I come from a family with alcoholism. And I am now in step 7 in ACA. Конечно же, я замужем за алкоголиком и из семьи алкоголика, где есть алкоголизм. Сейчас я на 7-м шаге в программе для взрослых детей алкоголиков. And what really gives me pain is
being in touch with my family and seeing how my relatives discuss with a lot of violence our alcoholic cousin, and I just didn't know what to do. I'm completely powerless over this. Maybe you could share any experience in that regard. Thank you. И вот я сейчас огромную боль испытываю от общения с родственниками, особенно когда мои там, братья и сестра двоюродные обсуждают нашего двоюродного брата-алкоголика, ну и то насилие, которое вообще вот в этом во всем содержится. И, может быть, Майк, ты поделишься вот в этой связи, потому что то, что сейчас для меня самое актуальное. Спасибо. Thank you. You're on, Chief. Okay, as I understand it, the problem is the way others are treating the alcoholic. Is that correct? So Yes. Okay. Well, as you said, I am really powerless over that. One of those things that Don showed me years ago, and by the way, Don was the first one that nudged me toward Al-Anon. He said, you know, you travel and go to conferences. I don't want to ever hear you going to a conference and not being at the Al-Anon sessions. The longer you're sober, the more your problems are going to look like Al-Anon problems. And the more people you sponsor, because I'm dealing with alcoholics as you are. What he told me there was that the most important we could know we wanted to know, but love was the magic that made all of that work. Not love in the romantic sense, but love in the sense that I won't listen to you until I know that I love you. Or you love me, rather, excuse me. When Don was giving me difficult direction, the first thing he'd say, you know I love you, Mike, don't you? Well, knowing that I love you, you know that if there was any way I could tell you how to have a successful, sick relationship, I'd do it. But there isn't, so I can't. So first of all is approaching this, when it's people outside the family, there's not much I can do, but now love doesn't mean that I let the alcoholic run wild, but that I act in a compassionate manner. One of my heroes in my home group, and just talked about it yesterday, was that the husband came in drunk, and she would make sure he passed out in a safe position, so if he threw up, he didn't choke on his own vomit. She didn't make him a drink. So it's the compassion that changes people. Love changes people. I listened to Don because I knew without a doubt that he loved me, so I would pay attention when he told me things I didn't want to hear. Маленька, давай, попереводи, расскажи девочкам. Расскажи, что ты услышала. Если что, я вставлю свои полкопейки. Я как-то растерялась, потому что я думала, что я только свой вопрос перевожу. С ответом ну, давай, у меня трудности. Давай вместе. Хорошо, давай, ты расскажи. Я услышала, что моя основная проблема, да, ну, просто Майк уточнил, что моя основная проблема в том, ну, как родственники обращаются, да, как родственники, ну, обращаются к алкоголикам, да, я смотрю на это. Ну, вот, ну, как бы со стороны, да, я смотрю, вот мой вопрос был про то, что мне от этого больно, я просто не вижу здесь выхода особо никакого. И как я услышала, Майк сказал, что действительно там, ну, это бессилие полное, да, первый шаг. И дальше, как я поняла, из того, что я была способна воспринять, это про то, что слушать можно только того человека, ну, и в тех отношениях, где есть любовь. И это то, что он узнал от своего спонсора вот тогда, да, с которым он начал работать много лет назад. Ну, видимо, глубоко в своей ситуации, поэтому дальше мне сложно что-то другое было услышать. Спасибо. Он привел в пример женщину, о которой рассказывала, я так понимаю, его жена вчера
которая своему мужу, который продолжал приходить пьяным и заваливался спать, она поворачивала его таким образом, чтобы если что-то произошло, если его начало бы рвать, то он бы не захлебнулся своей рвотой. Да? Казалось бы, какая-то такая своеобразная. Она не начинала ему наливать, но при этом она заботилась о нем вот таким вот образом. Ты кроме как любовью и заботой не поменяешь их. И могу тебе сказать просто вот потому, что речь идет о человеке, с которым я работаю, я про Майка, да, и уже много-много лет. Я много там чего знаю, в дополнение к тому, что он сказал. Там все сводится к тому, что эти люди озлоблены, они устали. Их как бы тоже, с одной стороны, можно понять. И у них нет необходимости, казалось бы, понимать, что они имеют дело с очень больным человеком. Другое дело, что если бы можно было хоть как-то донести до них, что если бы они были готовы к этому восприятию, их жизнь стала бы легче, то, может быть, оно того стоит. А сколько времени это займет, как долго занимает эта парадигма, этого не знает никто. Порой многие из людей так и не готовы воспринимать какую-то информацию по отношению к употребляющему алкоголику, который реально рушит их жизнь. Вот. А мы можем только оставаться любящими по отношению ко всем этим людям, хотя бы уже с точки зрения понимания того, что вот как долго ты бы была готова это кушать. Вот то, что мне Майк постоянно делает, он поворачивает, так сказать, он говорит, а вот прими место этого человека, как долго бы ты это кушал? Как долго бы ты вот был готов к тому, чтобы это принимать таким образом? Но при этом продолжая проявлять любовь. Вот суть. Я немножко от себя добавил. Спасибо большое. Виктория. Добрый вечер. Меня зовут Виктория. У меня мой брат и мой отец алкоголики. Вот. И я могу по-английски задать также вопрос Майку, да? Давай. Хотела вот просто узнать по поводу того, насколько вот соблазн выпить с утра, потому что я заметила, что почему-то мой брат, например, на выходных его очень тянет выпить с утра. Хотела Майка спросить, как он боролся с этим. Hello, Mike. My name is Victoria, and I have a brother that is alcoholic, and also my father. And the question I have is, how did you deal with your temptation on drinking in the very morning? So how did you deal with that in the very first phase of your journey on how you kind of try to escape from this alcoholic path in your life? Thank you. It's well, once I was physically detoxed and separated from alcohol in the physical addiction sense, then my morning prayer life and talking to my sponsor and talking to friends that I made in the meetings as I went along were the principal ways. Also, I was lucky, the man that was my very first sponsor started me helping others almost from the beginning. And I told him, well, hey, I know nothing. How can I help them? And he said, well, you're closer to where they are than I am, so you can start helping them and bring them to me, and we'll help them together. So those were the things that were effective in the beginning. Значит, я могу перевести или ты переведешь? Да, спасибо, если вы переведете. Да, не проблема. Значит, Майк ответил следующим образом. Он сказал, что после того, как уже прошел детокс, потому что на самом деле пока я и по себе знаю, когда пытаешься бороться, ты можешь пытаться сколько угодно, ты все равно будешь пить. Когда уже пройден детокс, то инструменты, которые предлагают в самом начале программной, так сказать, структуры, то есть общение, молитва, общение со спонсором, общение с другими алкоголиками,
стали очень важной частью борьбы с мыслями о том, чтобы выпить. Это будь то утром или в любое другое время. Но за пределами этого еще одна вещь, за которую он очень благодарен своему самому первому спонсору, это то, что человек сразу отправил его помогать другим алкоголикам, на что он сказал, что а как я могу им помочь, я ничего еще не знаю, я ничего еще не умею. Он говорит, ну ты гораздо ближе к ним, чем я, поэтому ты можешь помочь, заинтересовать их в том, чтобы привести их ко мне, а там дальше мы вместе покажем им путь. Вот такая тема. И, извините, пожалуйста, быстро, полкопейки. Майк также упомянул, что одна из вещей в предыдущем ответе, что одно из, ну, так сказать, требований, которые он стал предъявлять к Майку, Дан сказал ему, чтобы он обязательно посещал собрания Ал-Анон на всех конференциях, куда он ездит, именно потому, что в какой-то момент, и он все больше обращает на это внимание в работе с подопечными, он все больше и больше и больше черпает из Ал-Анона. Вот. Чуть было не забыл в прошлый раз. Спасибо. Спасибо. Много благодарности в чате. Анастасия Н. Здравствуйте. Я так понимаю, что Анастасия Н, Анастасия H. Анастасия Н. Это я? Настюх, ты ли это? Это я. Hey, Mike, how are you? It's Anastasia from Atlanta. So good to see you. I have a question for you. Remember, she's the one. She's the one. I'm the one. I'm the one. Now, the crew is all here. I'm the one. I have a question for you. So my son, I have a wonderful 10-year-old, and he got a double whammy. Right? I'm in the program. His dad is in the program. I find myself being like overly suspicious and vigilant, like member of pre-crime division. I find myself looking, and also looking for the kid's version of the big book, like kind of, you know, along with his like reproductive encyclopedia, like there you go, son, you can read this, and also familiarize yourself with that. Now, I am defiantly reliant currently on my higher power. I do realize it's on his time, not mine. And I just wanted to maybe get like a piece of advice from you. First of all, like what should I be doing as a parent? What could I realistically be doing as a parent? Right. I hope you got my question. Okay. Yes, that's it. That's the question, and one that many of us face. So the most important thing I can first of all be is a demonstration of what a sober life can look like. So one of the sad things is that sometimes we can poorly as recovering alcoholics that we they may need alcoholism, but they say, well, look, that's my dad's place. That's my mom's place. I'm not going there. That's square. And so we've got to demonstrate, make recovery look, if you will. Make a sober, sane life be attractive to them. And help them often have some friends. Now, Alateen, if you can do it, is a wonderful, wonderful tool. I think when I get a chance, I sit in on Alateen meetings, and it's amazing the wisdom that will come out of the kids in the Alateen meetings. And it's information that children get, or young adults, is often, in fact, almost always better received from peers rather than from adults. I don't know if we got anywhere close to your question there, but I hope it did. Настюш,
А теперь тебе придется рассказать девочкам, что ты спросила и что тебе рассказали. Хорошо, да, конечно. Вкратце мой вопрос сводился к следующему. У меня замечательный 10-летний сын, которого вот так наградил Боженька. У него и хронический алкоголик папа, и хроническая алкоголичка мама. Естественно, как родитель, я начинаю переживать, и переживать рано, да, как персонаж книги Рэя Брэдбери, да, там было по-английски pre-crime division, да, они судили людей, которые еще не совершили преступление. Но и могут. Я как вот... Но могут. Я как параноидальный родитель вместе с энциклопедией сексуальной жизни ребенку пытаюсь положить на полку, если бы была такая книжка, да, детская версия большой книги, я бы тоже ему, значит, откуда берутся дети и что такое алкоголизм. Я бы, наверное, тоже ему на полочку туда подсунула. Вот. И мой вопрос Майку, собственно, сводился к следующему. Майк, что я должна делать как родитель? Чего не должна делать как родитель? И как перестать успокоиться и начать жить? Да? Вот. На что Майк ответил, что лучший пример – это родительский пример. Да? То есть трезвость, есть привлекательность в трезвости. Трезвость может быть очень привлекательна. И, соответственно, у моего ребенка перед глазами пример трезвой, выздоровевшей мамы и трезвого выздоровевшего папы. Вот как говорит Гриша, вот как-то так. Okay. Katie Parker and I are looking forward to seeing you next fall. Так, Аленка Романова. Да, всем привет, Ольга Алкоголичка, Санкт-Петербурга. Огромное спасибо, Майк, за это письмо. Я думаю, что я вижу в чате, что я не единственная, кто благодарит за него. Я плакала, когда ты его читал, потому что у меня было действительно впечатление, что это читает мой отец, который умер от алкоголизма хронического. Я искренне благодарна тебе за то, что ты с нами поделился им. И мой вопрос такой. Я приходила не один круг шагов, и до АА я попала в реабилитационный центр. Я никогда не была в нем. И он был такого характера, что в центре зарабатывали деньги на людях, и таких людей много. И я подверглась там насилию, моральному, психологическому. Насилие физическое было только в виде того, что нас хватали за руки или что-то такое, да, и нас держали в коттедже. Нас там было человек 60. Мне удалось оттуда сбежать, и меня туда поместила моя мама, не проверив информацию, куда она меня отправляет. И сколько бы я ни промаливала это, да, вот в какой-то одержимой ненависти это ушло, но в обиде на нее это никак не уходит. И на сегодняшний день мы вообще перестали общаться. И вот это внутри меня сидит, и я не могу от этого избавиться. Меня никак не успокаивает то, что она не могла этого знать. Никак. Может быть, ты подскажешь мне какое-то решение. Спасибо. All right, here's what we have. By the way, there's a tremendous amount of thanks, great deal of gratitude for your share. She mentioned the fact that she cried because the letter that you read, the letter for Sama, is very much like the letter she would have wanted to receive from her alcoholic father. Now, to the nitty-gritty. She was sent by her mother to rehab in Russia, I'm assuming, where there was a lot of physical violence towards the patients. That's a known fact that's in existence there, and some psychological abuse as well. She ran away from the place, and it was... Как давно это было, Оль? Это было 4 года назад, и мы прорабатывали... This was 4 years ago. Since then, she's went through steps numerous times, and the hatred towards her mother for the fact that mother never verified, never dug up any information on the rehab, that kind of went away. But that whole, I'm still sort of pissed at her for not verifying this information, and the fact that she didn't verify it doesn't excuse it. She can't seem to shake
Okay, so I've got a, yeah. I don't know what you should do. Probably follow the direction of your sponsor. What I've learned is that when I have a resentment, I'm a prisoner of that resentment. When I'm resenting somebody else, one of the things Pritz told me is that I'm essentially putting that person in spiritual jail. And okay, you're in jail and you're going to serve your time there. But to see, the thing is, if I want to put somebody in jail, I have to be willing to be the jailer. And the jailer is just as much a captive as the person in the cell. They're both in jail. So when I forgive, I'm not saying what happened was okay, not at all. But I'm saying I am no longer willing to keep myself in bondage in order to have you in this spiritual jail cell. Does that make any sense? Значит, вот суммарно, что он говорит. Он говорит, ты должна следовать инструкциям своего спонсора. Но то, чему, говорит, учил меня Дан Приц, что каждый раз, когда я продолжаю таскать с собой вот этот ресентимент на кого-то, вот эту застоялую, заскорузлую обиду, я на самом-то деле сажаю этого человека, можно сказать, в духовную тюрьму, где так или иначе, для того, чтобы этот человек продолжал быть в этой тюрьме, я вынужден быть надсмотрщиком. Поэтому сам факт прощения для меня, в первую очередь, это освобождение меня из тюрьмы. Не освобождение. Это вовсе не означает, что я одобряю то, что сделал этот человек. Но мне для того, чтобы освободиться из тюрьмы, придется простить этого человека. Вот если подходить туда с такой позиции, то, возможно, это будет немножко легче. Yesterday, when Jess talked to you, my wife, she talked about being sexually abused by her father. And the process. Вчера, когда моя жена беседовала, когда она спикерила, она рассказывала о том, как о сексуальных домогательствах ее отца. Sorry, go ahead. She didn't forgive him because the abuse was okay. She forgave him because she wanted to be free. Она не простила его, потому что то, что он делал, это нормально. Она простила его, потому что она хотела быть свободной. That abuse had dominated her life, and letting go of that I watched her change. I think you could probably tell by being with her yesterday, she's a happy woman today. She's no longer a broken woman. She understood that Когда он познакомился с ней, она как раз проходила через этот процесс, я даже помню. Дело все в том, что пока она, вот, только простив его, она освободилась и смогла быть радостной, счастливой и свободной. А вовсе не потому, что то, что он делал, эта ненависть продолжала съедать ее. Она продолжала рушить ее жизнь. Вот о чем здесь речь. Спасибо. Ирина В. Ирочка, я тебя не слышу. Слышно? Нет. Да, сейчас слышно. Да, спасибо большое за спикерскую, Гриш, за перевод. У меня такой вопрос по поводу сына. Сын в употреблении, живет отдельно и постоянно проблемы, знает программу. Вот Гриш с ним общался, ну, опять слетел он. Ну, точнее, не слетел, он не переставал употреблять. И вот у меня такой вопрос к Майку. Как он относится к принудительному лечению в реп-центре? Okay, she has a son
who I had spoken to, a number of people had spoken to. He knows about the fellowships, he knows about the program, but he is still using. So she is wondering, what's your attitude? What are your thoughts on, let's call it a forceful, lock them up in a rehab kind of deal? What's your take? I've almost never seen that be effective and work. I understand why, as a loving parent, the temptation for doing that, but the results don't seem to be very good in the experience I've had. Говорит, что я практически никогда не видел, чтобы это хорошо работало. Я прекрасно понимаю, что как любящий родитель, как любящая мать, ты хочешь лучшего для него, но он говорит, что мой опыт показывает, что я практически никогда не видел, чтобы это работало хорошо. With all that said, there are times that professional intervention is warranted. For example, if I believe somebody's a suicide risk, for example, of harming them, or somebody is at risk of harming a child or somebody else, then more measures may be warranted, but not usually. Разумеется, есть исключения, например, если человек достиг состояния, что возможен суицид или возможно какие-то там, любого рода физические, так сказать, преступления, которые могут, тогда вполне возможно, что потребуется, чтобы кто-то из профессионалов вмешался, что называется. Ну, вот, наверное, как-то так. Спасибо большое. Спасибо. Макс из Москвы, спасибо огромное и Майку, и Григорию, если можно письменно. Что для Майка простота программы? Что означает не усложнять? He's asking again, gratitude for your talk, and he wants to know, what does to you simplicity of the program mean? What does it mean not to complicate the things? Well, almost inevitably, we have to go through a phase of complicating the program. I asked, after Don had taken me through the big book and given me lots of wisdom and everything else, I came back to him and said, I want to do it again. I want to learn more. And he told me, he says, I love you, and I will not be part of making you big book slick. You will learn more by passing this along to others that don't know what you know. There's so much learning done as a result of teaching, and that's why we have our tradition of one helping the other here. And we don't have a teaching class. I want to always be a student myself here, and that's one of the things that I love so much about my sponsor Bob today. Is Bob is a student. He can teach, but that's not his primary role. His primary role is as a student here. The wisdom of the ages is that the wise man keeps a beginner's mind. That means I'm open to continuing to learn as I go along. Начну как бы с конца. Это вечная мудрость, что у мудрых ум начинающих. Это к тому, что он говорит, что так или иначе почти неизбежно, что в какой-то момент в программе мы захотим каких-то усложнений. Он приводит пример. Когда мы закончили
работу по шагам с Даном Принцем, я пришел к Дану и говорю, что Дан, я хочу, значит, чтобы мы еще поработали, значит, как бы углубить, так сказать, все это, хочу познать больше и больше и больше. На что Принц ему сказал, что он говорит, я не собираюсь из тебя делать мастера большой книги. Вот чего нам нахрен не нужно, так это мастеров и специалистов в этой теме. Он говорит, ты будешь познавать больше и больше, неся это другим. И вот именно таким образом ты сможешь, то есть хороший спонсор, он в первую очередь ученик. И это то, за что, вот он сказал, за что я очень люблю своего нынешнего спонсора, что он продолжает оставаться вот в этой ученической ипостаси, несмотря на свои 52 года трезвости. So many of these areas of technique like inventory and so forth, what I'm really trying to do is not find information to fix myself, but I'm trying to get a fatal dose of helplessness and understand that I'm never going to be able to fix myself, that I absolutely must surrender. Потому что вот одна из основных частей, например, той же инвентаризации сегодня для меня не сводится к тому, чтобы найти еще больше информации о себе, коль скоро я это делаю уже достаточно давно, чтобы посмотреть, как я могу себя исправить. Это существует сегодня для меня только с одной целью, чтобы получить достаточную дозу своего бессилия, которая быстро приводит меня к пониманию того, что сам я себя исправить не могу. А это приводит к очередной капитуляции. Спасибо. Тут Мишка несколько раз написал Мишка. Это высказаться хотел или просто так? Золотая жила. Золотая жила поставила единички. Тоже тишина. Наталья Адакина. Привет, спасибо большое за спикерскую, спасибо, Гриш, спасибо, Майк. Я хотела спросить такой вопрос, задать. Поделитесь опытом, пожалуйста. Вот я все понимаю про свои дефекты, и я также понимаю, что люди, которые обращаются для того, чтобы пройти по шагам, они, наверное, не очень здоровые люди, мягко сказать. Но, в общем, иногда бывает такое, что я не могу сказать человеку правду, да, потому что это, все время боюсь его обидеть. Все время, то есть, если я буду говорить правду в той форме, которую я вижу сейчас, например, там, да, кто-то там срывается и постоянно продолжает оправдывать вот эти вот свои срывы. То есть я же могу сказать честно, а я все время стараюсь вот эту соломку подстелить. И вот когда это пройдет, хочется спросить, есть ли такой опыт, и все время ощущение, что если я буду говорить действительно столько правды, сколько мне подсказывает моя голова, то просто все люди разбегутся, и никто никогда больше не обратится ко мне, и тогда все умрут. Но я точно. Вот. Поделитесь, пожалуйста, опытом таким. Спасибо. Okay, here's a question. She's afraid. She catches herself being afraid oftentimes to tell people the truth. For example, someone constantly relapses, and she's afraid to tell certain things to these people in the fear of the fact that they're not going to come back, or that they're not going to get to the recovery portion of the deal. The concern is also that if she's going to start telling the truth to every one of her sponsees, as she sees it, that they're all going to run away and she's going to be left all alone. So she's wondering, when will this pass? Well, as I said earlier, it's vital for me to give the difficult message with love. And
certain people for years. Well, Gregory would be a great example. I sat next to Gregory in meetings for years when he would show up drunk, and he would pour enough cologne on top of himself. He thought we wouldn't smell him or tell that he was drunk. But of course we knew he was drunk. But we didn't push him away, and we continued to love him, and eventually he became willing and ready. See, if I can't produce willingness in another human being, it's kind of like planting a garden. I can get the garden ready, I can till the soil, I can fertilize the soil, I can plant the seed, but only God is going to grow at the end of this, cause the growth of that seed. It's my job to create the environment where healing can take place. So I can be, I'm going to give you the brutal truth, and occasionally that may work, but it may crush the hopes of somebody else. So I've got to be very prayerful and give it a lot of consideration. And even that message, if I give it in anger, or if I give it from a mountaintop and shaking my finger at you, it's almost rarely effective. That's my experience. Значит, суть, меня тут в пример, я был приведен. Значит, все сводится к тому, что трудные вести приходится нести с любовью. И порой все, что имеет место быть, это вот эта любовь, потому что никаким образом никто из нас, никому из нас дать готовность не может. Нет никакого способа сделать человека готовым к восприятию. Он привел меня в пример, говорит, сколько раз, говорит, сидел рядом с ним, он, говорит, бухой, говорит, в жопу, говорит, забрызганный весь одеколон, он думает, что от него не пахнет. Разумеется, говорит, мы все знали, что он бухой. Да, было за мной такое. Сам об этом не раз рассказывал. Но, говорит, в конечном итоге мы приходим к тому, что... Сейчас. And said, gee, you seem to be in a great deal of pain. Do you think the approach you're taking is working for you? And I'll let them answer and say, well, and I don't lecture, I'll just say, well, if I can be, please let me know. Вот он привел пример, он говорит, одна из практических вещей, которой я пользуюсь. Я, например, такого человека могу сказать, ты знаешь, вот из того, как мне видится, тебе очень больно сейчас. Ты хочешь поговорить об этом? Если я могу тебе чем-то помочь, дай мне знать. То есть так или иначе, это приходится говорить с любовью. И да, иногда приходится там, как говорится, быть жестким, но быть жестким все время точно совершенно не рабочий вариант. We seem to have two choices. We can build a pedestal and help somebody stand up on it, or dig a hole and shove them into it. What I will repeat, go ahead, Greg. Ну, как всегда, получается два варианта. Мы либо можем поставить какие-то ступеньки, да, вот здесь приподнять человека и поднимать этого человека на какой-то уровень пьедестала, даже, скажем так. Или мы можем вырыть яму и столкнуть его туда. Go ahead. Yeah. I'll say, I like you. I can see you're in a lot of pain. Is there anything I can do to help? And, that I keep asking the same question in different words, and eventually, hopefully, I'll get a connection with that person.
Я просто продолжаю задавать один и тот же вопрос, который суммарно сводится, просто разными словами, который суммарно сводится к тому, что я вижу, что тебе больно. Ну, может быть, я могу тебе чем-то помочь. И надеюсь, что в какой-то момент произойдет состыковка. Вот. Спасибо. Маша. Спасибо большое. Да, спасибо большое за спикерскую. Всем привет. Меня зовут Маша, я алкоголичка из Израиля. Привет, Спасибо Майку, спасибо Грише. У меня такой вопрос. Я трезвая 57 дней, чуть больше месяца дома после репцентра. И ну вот на данный день мой муж мне говорит, что ему сегодня, вчера вот буквально был разговор, что я продолжаю его мучить. Потому что, в двух словах скажу так, первые 2 недели после репцентра из комнаты вообще не выходила, была только группы, Zoom, группы, работа со спонсором. И я пыталась объяснить, что у меня сейчас нет алкоголя, нет успокоительных таблеток. Мне очень было плохо, мне очень... Я пыталась, ну, первое время это срабатывало. Сейчас терпение у мужа уже заканчивается, и мне больно от того, что я продолжаю наносить ему ущерб. Своим поведением, ну, я как бы делаю это не специально, как всегда. В общем, вопрос такой, как правильно себя вести, что ли, вот, ну, и как-то объяснить, может быть, потому что ведь в книге же написано «тише едешь, дальше будешь», но ему мне это сложно объяснить, он нормальный человек, и как правильно себя вести, в общем. Okay, this is a gal from Israel. She is 57 days sober, just out of a rehab. And the first 2 weeks out of a rehab, she pretty much locked herself up in a room, was on Zoom groups, with via Skype with her sponsor, you know, pretty much dove into the program, so to speak. Well, her husband is rather displeased with that. Маша, а сколько там детей? У нас 3 маленьких детей, 7, 6 и 3 года. They got 3 children, 6, 7, and 3. Okay, so she is wondering, basically her husband is tired of her behaving that way, and she is wondering what to do at that stage of the game. You know, I got some things, but I'll keep my wisdom to myself. Okay. Well, first of all, we need to be understanding and compassionate with the people that who've experienced our alcoholism for years or months or whatever it is. And so I tell that we're going through a period of change, a change from a drunken life to a sober life. And during the period of change that, you know, there will unfortunately be some uncomfortable parts to that. But bit by bit, I'm going to be able to return to be much more of the mother that and wife that I'd like to be than I was able to be before. But it's as if I've been to a hospital and had an operation, and there's a healing period. In the case of families, it's often a long healing period. But bit by bit, I need to start taking some more responsibility in the home. Not throw my program away, but discussing it with my sponsor and finding ways to spend more time with the children, for example, and so forth. And the spouse has put up with our shenanigans for a long time. Of course, they're going to feel neglected in this time. And Значит,
Разумеется, во-первых, нам надо все-таки иметь сострадание к тем людям, которым приходилось с нами жить в течение длительного периода времени, пока мы, так сказать, употребляли, да. Значит, так или иначе, это тоже придется форсировать. Им абсолютно нелегко, они не очень понимают, что происходит, и придется дать человеку понять, что это как вот человек, который только что прошел через серьезную операцию и вернулся домой, и теперь ему предстоит какой-то период восстановления. Разумеется, надо начинать выслушивать то, что они имеют сказать с точки зрения рекомендаций относительно того, как я могу поучаствовать в жизни семьи, но объяснить человеку, что период восстановления, поскольку муж-то знает, разумеется, что период восстановления, он займет какое-то время, при этом ты можешь пообещать ему, что на другом конце этого ты вернешься и лучшей мамой, и лучшей женой. Тем не менее, беседовать и прислушиваться к тому, что они имеют сказать, для того, чтобы хотя бы уделять немножко больше времени ему, немножко больше времени детям, это, конечно, очень важная вещь. И именно о таких вещах, спонсор тоже штука абсолютно незаменимая. And this is a great time to begin a family dialogue and say something along the lines that, you know, I know this recovery has been difficult on you as well as me, and let's see if we can talk about how to begin to bring things back to some kind of good, normal place in the home. We won't be able to do it in one day or 1 week, but how do we start that process? That way I can create some hope in my partner that it isn't going to always be this way. Вот одна из вещей, которую, может быть, он говорит, следует начать делать, и очень полезно, это начать диалог, здоровый диалог о том, что я знаю, что мое и выздоровление, как, впрочем, и мое употребление, были вещи очень тяжелые для семьи, поэтому я бы хотел, так сказать, начать говорить о том, что можно сделать для того, чтобы начинать возвращаться, так сказать, к нормальной, здоровой жизни. И прекрасно понимаю, что это все не будет исправлено за одну вот такую беседу, за один такой разговор и за одно какое-то действие. Но, во всяком случае, люди, разумеется, любят, когда их зовут принять участие в чем-то подобном. Я думаю, что это вызовет только положительную реакцию. Спасибо. Саша Хлебников. Спасибо большое. Саша. Так, Саша молчит. Так, тут вот такое вот письмо. Девушка плакала навзрыд. Не знаю, Гриш, может, сам прочитаешь? Длинное, или что с ним сделать там? Что-то благодарности, просьба. Давай не будем тратить время на это, там следующий человечек есть. Лидия. Да, Лидочка, ага. Слышно меня? Да. Ага. Лидия, я сама алкоголичка и сама же хожу в Ал-Анон как родственница алкоголиков. Сегодня очень много я получила, спасибо, мою душу перевернуло это письмо, тоже я плакала. Ой, спасибо огромное. Такие простые вещи доходят очень долго, но они в сердце моем были. У меня было вот это чувство, что мои больные, окружающие меня, испытывали то, что могли, и дали мне то, что могли, и у меня уже вина ушла. Знаете, какой вопрос? Вот это письмо было написано Майклом, когда ему спонсор сказал, и он его прочувствовал, осознал, и шел уже с большой готовностью, пониманием, и вот с тем, что предлагал ему спонсор, или он просто как бы вот автоматически это сделал. Вот. И если есть близкие, кто рядом пьет, что он чувствует, если у него такой же страх,
что родственник, ну, скатится куда же. У меня дочь, и она постоянно принимает алкоголь. Она говорит, что она не алкоголичка, у нее все в порядке, а 3 маленьких детей. Мне страшно за нее, что она повторит судьбу мою, так как она внучка и дочка алкоголиков. Вот, спасибо большое за очень искренний и хороший опыт. Спасибо. Okay, Tana, gratitude again. The question is as follows. The letter that you wrote for summer, was it done on Don's suggestion, or was it something that you came up on your own with the experience and the things that Don had shown you? What happened was that Don had agreed that amend needed to be made to Jan, the mother. And so the letter grew out of her request in the amend. She said, write him a letter. So I followed that instruction. Now, I wrote about 5 or 6 drafts of that letter, and I wrote out the first one and then shared it with Don and my sponsor, and they just went, no, 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 no. And so I wrote it again, and I wrote it again, and I wrote it again until I got something that was acceptable. That's generally the process with me, because the first time I do anything is almost always going to, my former wife told me that I'm the kind of guy that puts rocks in snowballs. So what I will do is, in the midst of what's going to be a kind amend letter, I'll sneak something in that's some piece of self-pity, like, well, you know, of course I didn't do what I should have done summer because I was drunk a lot, and if you kids had been better kids, I was trying to ignore your bad behavior and crap. So I needed help to do that. I held the pen, God wrote the letter, and along with my sponsor. Значит, по письму прежде всего. Значит, сама идея письма родилась из того факта, что он пошел делать 9-ку их маме. И мама, ну, порекомендовала, чтобы он написал письма, коль скоро... Аккуратнее. Откуда пошло? Значит, но что касается непосредственно самого письма, то он говорит, что их было 5 или 6 вариантов черновиков. Он писал, давал, значит, Приц читал это, читал еще один его впереди идущий. И уже глядя на это, они давали какие-то дополнительные рекомендации, потому что он говорит, что я из той категории людей, которые, говорит, как моя бывшая жена говорила, ты, говорит, тот, кто, говорит, кладет камни, говорит, внутрь снежков. Он говорит, я же, говорит, вполне, вот если бы это было, ну, на основе чисто моих, так сказать, моего первого опыта, то я вполне бы мог запихнуть туда что-то из области, значит, какой-нибудь саможалости. Вроде как, да, я, конечно, очень сожалею о том, что я, значит, вот так себя вел, но ты понимаешь, я ведь бухал, и вот если бы вы, дети, тогда вели себя хорошо, я бы, может быть, столько бы не бухал, сколько я... Он говорит, ну, все вещи, которые свойственны мне в подобного рода вещах, именно поэтому мне потребовалась помощь моих впереди идущих с контекстом, непосредственным контекстом. Ну, говорит, писал письмо Богу, а я что, я только ручку держал. Вот. And another thing that she had of a great concern, that she has a daughter that drinks, but, you know, being that she comes from the long line of alcoholics, there's like, God, I don't know, from what I've gathered, I think of grandfather and father and mother, you know, are alcoholics. What do you do with the fear that the child might just turn out to be one of us? Make recovery attractive. А что касается
страха относительно того, станет ребенок таким или нет. Он говорит, лучший способ – это сделать выздоровление привлекательным. Спасибо. Андрей. Добрый вечер всем. Андрей, алкоголик, я из Израиля. Привет, Андрей. Слышно? Да. Привет. Ребята, раз уж предоставили мне слово, я скажу пару теплых слов по сообществу Ал-Анон и конкретно об этой группе. Спасибо вам огромное. Вы делаете такую святую работу. Без нас, без вас мы бы не выжили, алкоголики. Спасибо Майку за спикерскую. Уникальный опыт. Приезжают, ездят. Везде едят. Спасибо, Гриша, за перевод. А вопрос у меня такой. Были ли у Майка вообще срывы в программе, да? И знает ли он, каково это после срыва возвращаться в сообщество анонимных алкоголиков? А под вопрос такой, вот что он сегодня говорит человеку, который пришел на группу, алкоголику, после срыва, да? Или что он может сказать? Спасибо. Okay. Again, ton of thanks to you, ton of thanks to Al-Anons and this particular group as well. What he wanted to know whether you've ever relapsed while being already in a fellowship. I mean, I know the answer to that, but I'll let you answer. And he also wanted to know if a person shows up after a relapse, what would you tell to an individual like this? What would be your... Okay, well, I went to my first AA meeting in March of 1979, and my permanent sobriety date is in September of 1985. So there was a whole lot of, I required a lot of love and tolerance from a lot of people as I went along. Сентября? I was particularly arrogant. I would interrupt people, and I had some old timers trying to help me. And I said, wait a minute, I've just been to treatment and I have the newest information, much newer than that old stuff you're talking about. And I'm lucky they were kind and let me live and didn't break my legs in the meeting. Go ahead. Значит, он говорит, ну вот смотри, говорит, давай возьмем, например, на самом деле, со дня своей трезвости в сентябре 85-го он-то больше никогда не срывался, это я знаю, но простой пример, который опять это пришлось пропустить в укороченном варианте истории. Впервые он вошел в комнаты анонимных алкоголиков в марте 79-го года. Он говорит, вот это само по себе должно тебе продемонстрировать, в какой период времени я был в срыве. Он говорит, при этом, говорит, ко мне относились достаточно мягко, хотя я позволял себе, в общем-то, довольно пренебрежительное отношение к тому, что все эти любящие люди говорили, поскольку, например, выйдя из очередной реабилиташки, я приходил, слушал их и говорил, не-не-не, вы не понимаете. Смотрите, вот я только что вышел из ЕБА, у меня самая последняя информация по поводу выздоровления, а не вот это старое, вот то, что у вас. Он говорит, ну, слава богу, говорит, это, ко мне относились, так сказать, с любовью. Вот. So with that kind of history, I have great compassion for the person who's coming back because I had to come back so many times. And I'm glad that I was always allowed to come back. And the groups that I've been a home group member in, we welcome you back. We won't let you, the only thing we won't let you do is disrupt the meeting. The meeting and the group needs to go on. If you have some issue going on that just can't wait and is going to disrupt the meeting, I'll step outside with you and have a one-to-one conversation with you. I love to go to meetings where there are a lot of people that relapse because that's like a trout pond stocked with prospects for me. And
One of the reasons I always tried to sit next to Gregory, even though he was not at the time. See, the people that relapse are my people, and I understand that could be me, and that person just hasn't had their real chance yet, and I'm going to make sure if I can that they get it. Ну и, разумеется, как он сказал, что у меня очень много понимания и сострадания по отношению к тем, кто, так сказать, возвращается из срывов, поскольку вся эта тема мне очень хорошо знакома за вот все вот эти года. И, разумеется, я пытаюсь в подобного рода случаях, он опять вот про меня упомянул, что, говорит, люблю, говорит, садился, говорит, рядом с ним, чтобы напомнить мне, каким я бы мог быть на самом деле. А это действительно так. Кроме этого, он еще упомянул про то, что я люблю посещать собрания, где, например, я знаю много срывников, потому что это для меня, вот как для хорошего рыбака, рыбное место, где можно найти страдающего алкоголика и помочь ему. Ну, поэтому любой человек, возвращающийся так или иначе, сразу же, в общем-то, зажигает вот этот вот огонек надежды, что на этот раз он ухватится. Спасибо. Спасибо. Ну, не из Армении. Добрый вечер. Я Нуна из Армении, из Еревана, мама выздоравливающего наркомана. Мой сын на 7-м месяце в реабилитации выздоравливает в амбулаторной программе. У меня 2 вопроса. Огромное спасибо за спикерское и за служение, Гриша. У меня такой вопрос. У вас в семье сейчас есть выздоравливающие наркоманы из молодой поколения? И следующий вопрос. Каким форматом вы сделали свои 12 шагов и сколько раз, сколько кругов? И вообще можно вот 4-й шаг сделать год? Спасибо, что вы слушали. Okay, well, first question she had whether you have any of the family members who are active drug users. That's one. And then she had a couple of questions. She wanted to know which format did you use to go through the steps, and what's your take on, and how many times did you go through the steps, and what's your take on writing a 4th step for a year? Okay, first of all, I'm down to about 5 minutes, Greg. Okay, у нас 5 минут осталось, кстати. Okay. У него. Да. So, the effective way that I worked the 12 steps was out of the big book of Alcoholics Anonymous, being guided in the first case by Don and later by others. And that's the way that I present the program to people. They're certainly welcome to use other things later if they want to, in addition to, but not instead of, does not seem to work, be effective. Okay. В первую очередь, что касается работы по шагам. Значит, работаю по большой книге так, как мне показал это Дан Приц, и позже вот люди, с которыми я работаю, мы всегда работаем по большой книге из большой книги. Если люди хотят пробовать что-то еще, да, пожалуйста, но я лишь рекомендую, чтобы это делалось в дополнение к, а не вместо. So I was taught that the steps are circular, not linear. Go ahead. Шаги на самом деле, они циркулярные, они скорее выглядят в форме круга, нежели в форме какой-то вот линейной графики. То есть они продолжают снова и снова. I will do them formally with people I sponsor, but they're alive every day. Every time I have a problem, I've got to, there's no solution to the problem until I decide I'm powerless in whatever I'm trying to do to manage the situation. If I run into somebody at
at work, and they're not cooperating with me until I surrender and say, what, you know, I'm going nowhere. Then I have to decide that, is there spiritual help available? Step 2, am I willing to ask for the help? Say a prayer. Step 3, am I willing to, if it's in a live situation, am I willing to say, you know, maybe I'm contributing to this problem and I need to change my behavior, and so on. And eventually, through particularly the 10th step, make amends and clean up what I've done there. So all of this, the steps are not like a school I've gone through, and then I put that on the shelf and begin living my life again. The steps are my life, and they're a pattern for living my life. And with those, if I live within those guidelines, I have a much better life, and I've got a much happier wife too. Дело в том, что шаги не являются какого-то рода, так сказать, академическим опытом. Это не то, что я беру, я вот прошел шаги, и я положил на полочку и пошел жить свою жизнь. Шаги можно найти фактически в любой из ситуаций моей жизни. Потому что до тех пор, пока я не признал, что я бессилен в данном конкретном случае, ну, мне вряд ли захочется за это браться. Но как только я признал, что я бессилен в любой ситуации, на работе или где бы там ни было, то с этого момента сразу возникает следующий вопрос. Есть ли духовная помощь? Значит, вот тебе, пожалуйста, уже второй шаг. Следующий шаг – просьба, обратиться с просьбой по поводу этой духовной помощи. Следующий вопрос вполне резонный. А являюсь ли я в какой-то мере инициатором или прикладываю ли я что-то со своей стороны для того, чтобы эта проблема продолжала существовать? Вот тебе аспект инвентаризации. То есть так или иначе мы все время, всю свою жизнь проводим в шагах. Шаги – это не какая-то, вот, как уже сказано, академическая штучка, которую ты изучил, отложил и пошел жить. Шаги – это то, как мы живем свою жизнь. So also, I don't have any active drug users in anything close to the immediate family. I do have one nephew that's 12 years sober now, but the rest of, there's nothing else going on right now in the immediate family. Families being what they are, I'm sure there will be eventually. Значит, ну, на данном этапе в моей семье нет никого, кто активно употребляет наркотики. У меня есть племянник, у которого уже 12 лет трезвости. Ну, зная, какими бывают семейства, что-нибудь когда-нибудь да нарисуется, наверное. Давайте, последний вопросик. Спасибо, зададим последний. Время наше вышло. Ну вот про медитацию можно коротко? Нет? Few words of the importance on the importance of meditation, and that'll be the last one. I meditate far more than I pray these days. It's been a wonderful tool for my happiness. I misunderstood meditation as practiced by the program for a long time, and I thought I was failing at it because I would have a busy mind and say, oh, I can't do this, but not realizing that just noticing that I have a busy mind is pointing me toward an answer, and so forth. What's been effective for me was I had a man in the program who became a teacher in this area for me, and he started me out. He and his wife would ask me to just meditate for 3 minutes. Mike, would you sit with us for 3 minutes? And so I liked him, so I did it. And bit by bit, the stress started to be taken out of me. And I thought it was really strange when he would call me up from California and say, Mike, can we just be
quiet for a couple of minutes. And I'm going, why the hell did you call me if you want to be quiet? But see, he was a loving teacher showing me the benefits of this. And it's something that's been and is key in my relationship with my wife, that I'll tell you a story quickly here with Jess, and she didn't have a chance to tell it to you yesterday. But when it was finally time in our relationship that we were going to get in bed together and be intimate, there we are naked under the sheets, and she said, Mike, can we meditate for a minute? And so we had 10 minutes of meditation. Now, I got to tell you, I didn't want to meditate for 10 minutes, but I'm so happy we did, because the intimacy was wonderful. But afterwards, she thanked me, and she said, thank you for doing that. I feel like my innocence has been restored. And so imagine having the innocence restored to somebody who's been sexually abused and everything else. It's a huge gift. And if I hadn't been willing to meditate, I would have missed that. And so it's a foundation for a wonderful relationship. So thank you very much. Thank you. Значит, теперь так. Про медитацию. Он говорит, что я медитирую сегодня гораздо больше, чем я молюсь. Дело в том, что я путал понимание медитации, и мне казалось, что поскольку у меня в голове все время движуха, я что-то делаю не так. Так вот, выяснилось, что на самом деле каждый раз, что я замечаю, что у меня в голове вот такой вот сумбур, да, я приближаюсь к тому, к чему мне и надо приближаться с точки зрения медитации. Я безумно благодарен близкому другу из Калифорнии, который вместе со своей женой приучили меня к медитативным практикам в течение дня, как, например, брать коротенькие там пару-тройку минут. Он иногда звонил мне из Калифорнии и говорит, Майк, давай вот сейчас побудем пару минут в тишине. На что я ему говорил, а зачем ты мне тогда звонишь, если мы будем в тишине? Но постепенно я начал видеть, что это является прекрасным средством, приводящим меня к душевному спокойствию, то есть то, что мы ищем. И последнее, что вот он рассказал, он говорит, я приведу вам простой пример. Когда мы с женой уже пришли вот к тому этапу, где мы были готовы идти, так сказать, в постель, она попросила меня, мы можем с тобой помедитировать, прежде чем, так сказать, двинемся в этом направлении. Я согласился, и мы, говорит, запустили, у нас получилась 10-минутная медитация. Он говорит, честно вам скажу, не планировал на 10-минутную медитацию, у меня были другие планы. Но по окончанию этого мало того, что сама интимная часть оказалась блестящей, так жена меня еще и поблагодарила, она сказала, ты знаешь, говорит, у меня вот было ощущение такое, что я была восстановлена в своей невинности. И это исходило от человека, который пережил насилие, и который, в общем-то, ну, так сказать, человек, который много чего повидал в этой жизни. Именно поэтому для меня, например, медитация является одним из фундаментальных принципов, необходимых для здоровых и радостных взаимоотношений. Спасибо всем, что послушали.